Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 декабря. Давайте узнаем, что случится, что произойдет в последнюю декаду, не просто месяца декабря, а в последнюю декаду года. С чем это будет связано? Чего ждать или что ждет вас, мои дорогие, с 20 по 31? И первым делом достанем 3 карты. Это как 3 знака судьбы. Потоковая информация, которая нам расскажет о чем-то очень важном для вас. Может быть, это то, что нужно услышать, а может быть, это и сфера жизни, в которой вам доведется принимать важные решения. Давайте узнаем, с чем будут связаны в целом события, как заключительный аккорд года. Подведем с вами итоги. О чем нам расскажут карты. А я вас хочу пригласить на свой сайт и одновременно на телеграм-канал. Сейчас 2 слова скажу, поскольку на сайте я опубликовала «Кармический декабрь» статья. И это не просто очередная статья, которых у меня много. Это, знаете, как кармический урок. Все то, что я описала, это как основа 26-го года. То есть это вот нужно принять как будто во внимание. И это не про карты, это с учетом планетарных транзитов. Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. А что касается телеграм-канала, то я в одном месте, именно на телеграм-канале. Ссылки все будут в описании под видео. Я попыталась уместить контент с 3 каналов YouTube и одновременно публикации на сайте. Возможно, кому-то из вас в одном месте удобнее. Буду рада нашему общению. Переходите, подписывайтесь. Мы смотрим первый знак судьбы. Потоковая информация, второй знак судьбы. И третий знак судьбы, о чем нам расскажут карты. Так что же там случится? Что же там произойдет? На чем ставят акценты карты для вас? Что спешит на ваш порог, да, как мы говорим, или что идет в вашу жизнь? Вторая карта – неожиданности, неожиданные события, может быть, связанные у кого-то с информацией, может быть, и правда какая-то открывается, или ваш инсайт, когда вы знаете, ага, вот так я не хочу, а хочу вот именно каким-то определенным образом. Кто знает, может быть, и человек какой-то появляется. И третья карта, что вас радует, мои дорогие стрельцы, по основным сферам жизни. Что ждет? Сфера личной жизни, любви, взаимоотношений в целом. Что ждет в сфере финансов и в сфере ваших достижений, чего ждать. И тут у кого что, у кого-то работа, у кого-то учеба. Возможно, важные контакты, встречи, планы, документы. Одним словом, у каждого свое. Давайте первый знак судьбы. Рыцарь перьев. Знаете, с одной стороны, с вами могут не все соглашаться. Но вам нужно как будто, понимаете, на что-то решиться. Вполне вероятно, вы получите новость, когда вам придется собраться, подпоясаться, куда-то отправиться. Может быть, это какая-то инстанция, официальные лица, но по этой карте иногда приходят к нам как бы официальные лица. Почему я перьев, извините, рыцарь мечей, по сути дела, но это колода Таро Евы. И, кстати, автор Ева – это имя. И доктор, автор этой колоды, мне это она очень близка, как будто у нас тут показан хирург, да, со скальпелем. Вот изображение на стене, именно анатомически, он как будто себя ориентирует на что-то или обдумывает какой-то важный вопрос. Ему нужно решить или решиться на что-то. Вполне вероятно, и вам решить или решиться. Так вот, это иногда карта проигрывается, когда к нам приходят проверяющие. Правда, особенно если вы занимаете какой-то руководящий пост, пусть вы руководитель даже небольшого звена, но, может быть, на вас замыкается очень много вопросов. Вот если вы за что-то отвечаете, вы тут можете получить информацию и даже банально какой-то отчет переделать или какую-то бумагу переписать, и как будто это нужно было сделать вчера. Может быть, вы и не руководитель, или у вас свое личное дело, творчество, бизнес, и тут тоже вы готовитесь, да? Может быть, и налоговый какой-то документ. Вот есть тут какая-то правда, ведь по перьям, как в этой колоде или мечи, это всегда аналитика. Раз, интеллект, два. Вот тут холодная голова вам для каких-то важных либо решений, либо когда отважиться, решиться придется на что-то. Второй знак судьбы.
Вот так и называется Ева, 22-й старший аркан. И вы знаете, это как точка абсолюта. Вот интеллект или, знаете, критическое мышление по этой карте — это тоже где-то, но это не просто, когда мы что-то обдумываем, а мы понимаем, что нам либо предстоит что-то сделать конкретное, или как нам решиться нужно, может быть, на какой-то важный шаг в нашей жизни. И вот, наверное, вот это, как, знаете, здравомыслием, да, вот есть такое слово в русском языке. То есть, что бы мы ни хотели, какие бы там эмоции нас не одолевали, но вот правда, как истина, она должна быть положена за основу. Вот этот абсолют. И может быть, одно дело — это наше желание, да? Вот много красного цвета, и зеленого-то ведь тоже много. Зеленый — это где-то карта свидетельствует о том, что вы сейчас полны сил. И здесь что-то, знаете, выравнивается или идет на поправку, или какая-то ситуация у нас может быть стабилизирована, это точно. Но, видимо, некоторый такой импульс внутренний нам придется в себе либо погасить, либо подумать, каким образом это переложить с учетом, опять же, реальности. Как будто Ева взяла вот это яблоко, да, какой-то соблазнительный плод и задумалась, а нужно ли мне это? А как это мне сделать? Или как мне поступить? Или как поступить, чтобы это как красивая конфигурация выстроилась потом? Вот действительно вам какие-то рациональные такие действия или решения предстоит принимать. Тут это имеет значение на 2026 год. Наверное, кармический декабрь, правда, прочитайте. Я могу смело вас отправить как бы к статье своей, потому что тут будет у каждого по-своему. Каждый, мы хоть и объединяет нас один знак зодиака, но согласитесь, у каждого из вас, мои дорогие стрельцы, есть какая-то важная составляющая, которая сейчас на первом месте. И для кого-то это будет работа, к примеру, или сфера достижений. А для кого-то из вас это может быть, кстати, даже какая-то поездка или переезд. А для кого-то из вас это личная жизнь. Тут немножко у каждого своя конфигурация. Король перьев. Но это не важно, где-то огненная энергия, может быть. И, кстати, эти энергии вам будут помогать, потому что вот этот рационализм, да, и критическое мышление, а, на 26-й год вам многократно понадобится, потому как мы можем там, знаете, таким боевым запалом пылать, нам хочется что-то осуществить. А вот эта целесообразность, она нас заставляет, может быть, методы пересмотреть. Тут какая-то перезагрузка может происходить. По королю перьев это очень емкая карта у кого-то, ведь тут у нас могут быть, как, к примеру, ну, врачи иногда проходят, да, люди в погонах, официальные лица, которые стоят на другой ступени лестницы иерархии, нежели вы. Какие-то важные соглашения или подписание документов. Мы можем точно так же сказать, иногда это юриспруденция, то есть юристы, адвокаты, может быть и так, может быть и судьи. И мы все тут в разной какой-то плоскости находимся, но, видимо, чем бы вы ни занимались, или пусть это личная жизнь, неважно что, или вопросы документов, или вы на что-то решаетесь, вам дает такую подсказку, как знак судьбы. У тебя, стрелец, должно все быть увязано с законом. Потому что все же король мечей — это тот рационализм, когда мы хладнокровно понимаем, желаний много, а вот, допустим, по закону или по какому-то регламенту мы должны сделать один, 2, 3, как будто, да, вот четко что-то прописать, оформить. Вот, видимо, у вас завершение года 2025 проходит в таких энергиях, когда само пространство. Тут ведь пространство где-то на вас так воздействует, или те ситуации, или то, что вы слышите, они как будто заостряют ваше внимание, что есть что-то, то есть желание или то, что мы хотим как мечту осуществить, это здорово. Но наступает время, может быть, составить как минимум тезис-план, быть готовым корректировать, разбить этот тезис-план на какие-то подпункты, подпланы, может быть, план А, план Б, план С. И мы потом тоже должны быть готовы корректировать. Мы должны быть легки на подъем. Вот в целом нам об этом говорят, потому что тут какая-то иная конфигурация, которую вы даже, может быть, сейчас не можете предвидеть. Но в последующем, вот от ваших каких-то, может быть, как рациональных решений и правильного
Буквально оформление документов. Это будет иметь значение, потому что это тогда вас бережет. Может быть и так, кстати, да? Ну и правда, когда со всеми подпунктами и со всеми регламентами согласуется какой-то документ, это уже закон нас бережет. Вот поэтому есть что-то такое, которое не лежит в плоскости просто желаний, а именно в плоскости аналитики и конкретных действий. Причем нравится, не нравится, это как будто тут не имеет большого значения. Нам должно нравиться в принципе какое-то направление, а вот какие-то методы и подпункты, ну, вам нужно отшлифовать. Что же там случится или произойдет? Ну вот правда, кто-то новость получит или получит какую-то важную бумагу, документ. Пажи это всегда вестники. Может быть, это письмо какое-то получаете, но в нашу цифровую эпоху, ну, может быть, это у кого-то и разговор важный, который как перезагрузка. Или правда это будет СМС-сообщение. Или даже какая-то бумага, да, извещение. И мы как будто на развилке оказываемся. Нам нужно выбирать. Вот вам какой-то выбор, возможно, придется делать. Тогда отталкивайтесь от того, что предусмотрено где-то законом или что будет рационально правильно. Здесь это может быть, как что случится, произойдет, какая-то перезагрузка. Нам говорят, прежний жизненный этап заканчивается. И ты сейчас, стрелец, словно на пороге нового жизненного этапа, и неважно, пусть даже вы ничего не собираетесь менять, но тут ведь может быть такая конфигурация, когда это третьи силы или третьи лица, или какая-то обстановка. Тут тоже что-то меняется. Может быть, вас, кого-то из вас. Даже, ну, пусть это касается, к примеру, или каких-то дел домашних, когда нужно даже что-то обустроить, но тоже вот такой холодной головой, да. Или пусть это касается построения карьеры. Вы задумались, допустим, дополнительный доход или что-то изучить, или приняли во внимание, что вот меня заинтересовала какая-то совершенно новая сфера деятельности. И, вероятно, это потребует обучения. Или вы просто строите карьеру, а вам нужно для того, чтобы получить какую-то должность, изучить язык или получить какой-то сертификат, потому что иногда это бывает необходимо. Вот тут что-то такое рациональное, которое отчасти может для кого-то из вас быть и неожиданным, а оно именно начинается, ну, с какого-то получения известия или важного разговора. Может быть, важный разговор, все же у нас жезлы. Жезлы – это в основном дела, работа, бизнес, документы или откуда к нам приходят деньги, то есть каким образом мы зарабатываем. И у нас сейчас в ретро-движении Уран, да еще и в Тельце, хоть вы к Тельцам и не относитесь, но ведь это на каждый знак зодиака по-своему влияет, и в целом это вопросы благополучия, ну и где-то финансов. Они у нас в центре внимания могут оказаться. И Уран он все дробит, поэтому была одна работа, а теперь две. Или в одном месте вы хранили, может быть, свои сбережения, да, а тут вы подумаете переложить в другой банк или в разные номинации, в разные валюты, да, тут вот и такое может быть. То иногда, и, кстати, мы начинаем изучать цифровые технологии, ведь мечи, ну, перья здесь, в этой колоде, говорят о том, что нам действительно что-то новое интересно. Именно потому, что мы этим, может быть, не занимались. Какая-то перезагрузка у вас происходит. Неожиданности давайте узнаем. Знаете, все-таки быть открытым чему-то новому, потому что по девятке жезлов есть ведь такое значение. Ты сделал все, что мог. Вот прежними методами или прежним, может быть, даже где-то мировоззрением, восприятием людей, событий. Вот здесь какая-то перезагрузка. Девятка, она всегда обозначает пороговое значение. Как будто нужно нам уже как бы вот ту оборону, в которой, может быть, нам пришлось, или как состояние, в котором пришлось какое-то время пребывать, когда мы ничего изменить не могли, ничего сделать не могли, или жили как всегда. А здесь, значит, может, даже если мы не инициируем какие-то перемены, нам как будто говорят: приготовься. Ну, в принципе, это очень а, символично нашему времени, это правда, потому что хотим мы или нет, даже если мы тут не чего-то грандиозного не планируем, но мир меняется вокруг, и он нас обязательно заставит внести коррективы в наши планы. Поэтому вот у вас наступает период, когда вам нужно либо решить, либо решиться. И по девятке жезлов тут мы именно нам
Это необходимо, потому что себя как будто в правильные рельсы направить, если можно так выразиться, на 2026 год. Что вас обрадует? Вот посмотрите, вот это, наверное, перезагрузка, она совершенно необходима. Хотя бы просто потому, что закрыть в прошлое дверь. Ведь по десятке мечей мы закрываем в прошлое дверь. Это раньше нас как будто что-то ранило. Может быть, нам что-то и не нравилось. Или мы не могли с кем-то договориться. Долгое время анализировали, как вообще могла возникнуть такая ситуация. Или какой-то нерешенный вопрос. Вот теперь, к примеру, некоторые нерешенные вопросы, вы поймете, они утратили актуальность, мне это не важно. Или когда вы вдруг сами осознаете, что да нет, тут надо было по-другому действовать. Зашел в одни двери, например, даже если это какая-то тема, которая увязана, может быть, с оформлением бумаг, то вот надо было одним каким-то образом поступить, а вы как-то представляли себе несколько иначе. Может быть, это ситуация, мои дорогие стрельцы, которая связана с личной жизнью, с каким-то очень тоже сложным и длительным, кстати, этапом разочарования. И тут по разным причинам могли быть как завершение каких-то дел, словно опять же и в личной жизни для кого-то из вас, понятно, не для всех, но для кого-то, может быть, это касается конкретного человека, закончился тоже жизненный этап. И себя вот именно теперь вы как будто анализируя понимаете, что ну нет, мне это нужно завершать. И если прежняя история была со знаком минус даже в личной жизни, мы как будто в прошлое тоже закрываем дверь. И мы должны быть счастливы, мои дорогие. И поэтому кто-то из вас решится, что «а не хочу я больше этого одиночества». И, кстати, вот эти праздники, рождественские и новогодние, когда все в сборе, да, и, может быть, вы не ощущаете, потому что есть как люди одинокие, но есть и одиночки, я всегда говорю. Это те люди, которые живут активной жизнью, им, в принципе, никто не нужен, потому как, ну, меньше обязанностей, у них больше возможностей реализации, самореализации, свои планы, или они любят путешествовать, у них очень активная жизнь, вот у одиночек, да. И вот эта возможность быть кошкой, которая гуляет сама по себе, и это тоже на самом деле означает как ритм жизни или, правила жизни, когда на какой-то период мы, наверное, даже об этом не думаем, а вот как раз праздники нам об этом напоминают. Поэтому вполне вероятно даже для тех, кто вот такой вот человек, который сам по себе, тоже такие мысли могут, самые разные. У каждого из вас, вот иными словами, вот эта десятка мечей, если мы говорим, или как мы закрываем прошлая дверь, то у каждого эта дверь, безусловно, своя. Но это вас радует. Вас как будто освобождает от чего-то. И вы знаете, если долгое время вы обдумали какую-то ситуацию, да, и не могли найти решение, либо решение вы находите, либо кто-то из вас махнул рукой и сказал: «Да мне вообще это не надо. И зачем я?» Еще и удивляться будете. И почему же я так долго думала или думал, анализировала, может быть, да? А тут, в принципе, ведь это не имеет на сегодняшний день уже никакого значения. Тут какие-то метаморфозы вокруг вас могли произойти. И поэтому вот такая, ну, как знаете, новая дистанция вам. Вы как будто сами этого хотите. И, может быть, это первые шаги, или вы продумываете, как я хочу изменить жизнь и качество жизни. Ладно, вот интересно, есть такие философские моменты. Личная жизнь, восьмерка пентаклей, работай, у тебя все получится. Ну, конечно, в личной жизни, я думаю, люди семейные со мной согласятся, что это тоже работа. Бабочки в животе, все это понятно, страсть, это все когда-то уляжется, и 2 разных человека соединяются воедино, и мы все разные. Нам может поначалу казаться, что мы думаем одинаково, а потом какие-то в процессе совместной жизни мы понимаем, да нет, много таких вопросов, когда мы вынуждены научиться смотреть в одном направлении. Поэтому карта может и в личной жизни для кого-то говорить, что над отношениями нужно работать. А кто-то из вас работа на дому, мои дорогие, или вы ищете, изучаете что-то на дому. Вот именно из этой конфигурации, о которой я сказала в самом начале. Потому что вы видите какие-то иные перспективы. Для вас может быть как дополнительный доход, вот для вас будет
Э, Такая тема, где-то я могу предположить, может быть, и для многих из вас, когда, допустим, ходили на одну работу, уран, он все дробит, и поэтому тут вы как раз всерьез можете задуматься. Я не могу, допустим, оставить одну какую-то работу, и я вот теперь именно праздники решил или решила провести в какой-то спокойной обстановке, потому что у меня есть маневры по времени, как будто не надо, может быть, никуда идти, много выходных. И вы будете, как переключите свое внимание на какое-то другое направление и будете так вот скрупулезно что-то изучать, искать информацию. Может быть, какие-то вопросы по недвижимости, но всегда пентакли– это какой-то материальный мир. Или даже если важное решение, вы понимаете, зачем вы это делаете. А вообще в целом стабильность, мои дорогие, по восьмерке. Здесь нет каких-то синкоп или неожиданностей именно по части личной жизни. Вам уже все знакомо. И даже если кто-то появляется неожиданно, да, или вы сами, ну, как-то решаетесь на что-то, то это все равно будет ваше решение. А то, что как будто вокруг, оно, вас все привычно для вас, точнее, вас это не удивляет, поэтому какая-то стабильность, она присутствует. Должна, кстати, сказать, для тех, кто устал от одиночества, это может говорить как раз о том, что где-то мы уже заскучали в уголке, и вот нам, может быть, это такая сольная стабильность вам надоела, и вы будете уже продумывать совершенно что-то как альтернативный путь. И решитесь именно не быть один или одна, а искать пару. Может быть и так. Сфера финансов. Чего ждать? Но всегда по семерке мечей мы должны быть внимательны. Вот может быть какая-то история, когда вы кому-то помогали. Кстати, иногда по этой карте, это, знаете, вы могли кому-то, к примеру, я уже с учетом всех карт, вы могли одолжить банально кому-то деньги из добрых побуждений, кстати, из благородства, потому что какой-то человек в прежний период вам мог пообещать, что ну, или рассказать даже о какой-то сложной истории. Вы участвовали в жизни кого-то, а взамен как будто эти деньги не получены. Все-таки это мы смотрим на финансы. И я бы сказала, тут вообще вам карта говорит, если ничего подобного вот нет у вас, да, вот как эта история с какими-то долгами там связана. Хотя я могу предположить, может быть, это и у вас какой-то необходимый платеж вам нужно совершить, и тут вы будете искать выход, тогда вы его найдете, кстати. Но карта еще и в целом призывает быть аккуратней с деньгами. Семерка мечей, конечно, не в каждой колоде, но тем не менее называют ее карта вора. Хотя и не прописана ни к одной колоде. Но, значит, раз сарафанное радио передает, и к этому есть определенный смысл. Поэтому для кого-то это, знаете, как цифровизация, да, в нашу цифровую эпоху. И, в принципе, мы это уже знаем, что, да, вот именно системы взаиморасчетов будут меняться. И, может быть, вам нужно ими овладеть. И кто-то сядет буквально изучать. Изучать компьютерные, может быть, какие-то технологии, ну или цифровые, чтобы понять, как это все работает. Вот вполне вероятно. Тут надо с чем-то разобраться, но себя и сохранять. Может быть, есть смысл проверить пароли аккаунтов, да, или вообще, о себе информацию, какая в интернете о вас присутствует информация. Тут себя мы защищаем, но и внимательно относимся к своим сумочкам, портмоне, карманам буквально. Есть и другое значение по этой карте– забрать свое. А кто-то будет думать, как я могу забрать свое. Вот правда. Потому что наш ведь тут человек, смотрите, семерка мечей, два меча на стене. Человек смотрит на них и проходит мимо, как будто не мое мне не надо, но и своего я тоже никому не оставлю. Может быть, это у кого-то какая-то ситуация, которую вам нужно как-то альтернативным способом решить. Будьте тут внимательны. Тут мы могли чего-то ждать и не дождаться. И теперь действительно и по финансам тоже какая-то перезагрузка. А я больше вижу, что, знаете, Э, ну, наверное, не о глобальных тратах до конца декабря. Вам карта конкретно советует быть не только внимательным к финансам,
но и, в принципе, к деньгам. Как будто, может быть, не делать важных вложений или каких-то приобретений, или, ну вот, игры какой-то, в какой-то игре как будто не участвовать, потому что тут мы можем, конечно, проиграть. Давайте посмотрим ваши достижения. Ну вот посмотрите, 2 короля мечей. Может быть, для кого-то из вас конкретный человек, который рожден по знакам зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, не все люди, кстати, знают. Может быть, это правда, какие-то рациональные ваши решения. Но вот 2 карты вам говорят, да не 2, по сути дела, 3 даже, да, но 2-то одинаковые, поэтому тут есть какая-то важная персона. Или это действительно человек, который, ну, занимает какой-то ответственный пост. Или когда то дело, которое, когда вам потребуется консультация юриста. Или, может быть, кто-то из вас, ну, задумался, пройти обследование будет, обращаться к врачам. Я такого не исключаю. Нам карты не говорят, что вы больны. Нет, ни одна карта. Но мы же все разные, правда? Пусть даже в целях профилактики. Потому что по этим картам мы должны как будто о себе знать правду, истину. Вот. И мы ее находим. Собственно, рыцарь перьев или рыцарь мечей, он и говорит, со знаком плюс эта карта работает, когда мы истину ищем, и мы ее найдем. Может быть, это нас как будто вот так вот ввели в заблуждение, мы словно блуждали по лабиринту. Но вот этот лабиринт у вас тоже заканчивается. Ну и от вас это потребует каких-то важных решений. И повторюсь, чтобы все согласовывалось с законом. Может быть, кто-то банально, кстати, вот если мы смотрите и финансы, и как будто достижения. Может быть, это вопросы с документами, когда вам придется что-то считать. Математический какой-то подсчет. Или готовить важный документ. Для кого-то, может, для налоговой, да. И вы уже где-то просчитываете что-то, и мысль какая-то вас может с учетом восьмерки пентаклей, которая выпала на личную жизнь. Это как мысль нас не оставляет, мы потому что ну, нас же должны и настроиться, и, может быть, дополнительную информацию найти по части именно, ну, как работает закон или как что-то сделать правильно. Здесь иногда карта говорит, что ты можешь найти того человека, который тебе как раз и даст дельный совет. Вам он как будто необходим, потому что вы можете думать одно, где-то я говорила, а есть какая-то правда истина. Вот этот абсолют. Вам как будто от этого нужно оттолкнуться. Тогда и лабиринты заканчиваются, и путаницы заканчиваются. И я должна сказать, деньги есть, деньги будут. Но неважно, какая сумма есть, а ее как-то надо правильно распределить или, может быть, отложить какие-то траты. Могут пригодиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю за ваши искренние душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я оставлю все ссылки в описании под видео, и я вас люблю. С Новым годом, мои дорогие, любимые стрельцы, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда, пусть сбываются ваши мечты, маленькие и большие.